Здравствуйте, дорогие друзья! Сезон открытой воды закончен, а лед еще, к большому сожалению, если и стоит, то не везде. И сейчас самое время подготовиться к зимней ловле. С этого выпуска я хотел бы начать серию обзоров, относящихся к подготовке к зимней рыбалке. Для ловли зимой я использую часто вещи, которые придумаю сам, либо у кого-то подсмотрел. И сегодняшний обзор я хотел бы начать со своего зимнего ящика, который я использую при ловле на мормышке. Итак, начнем. Выглядит он следующим образом. Это ящик, на котором практически я никогда не сижу. Использую его в основном как лукошко. То есть это ящик, который я всегда ношу за собой. Основная его задача – это контейнер для удочек и контейнер для рыбы. Итак, начнем по порядку. Контейнер для рыбы. Он сделан с небольшим скосом. Мы его открываем. Вот так он выглядит внутри. Вставляем пакет для мусора, для того, чтобы не вымазывать ящик. Закрываем. И у нас всегда здесь есть отверстие, куда складывать рыбу. Небольшая хитрость. Здесь у нас стоит магнит, который не позволяет ветру приподнимать саму крышку. Второй контейнер – это контейнер для удочек. Здесь он выглядит вот таким образом. Сейчас я специально вытянул половину удочек, для того, чтобы можно было достать вот такой лоток. Лоток выглядит вот таким образом, он сделан. Я не знаю, как правильно называется материал. Из мягкого материала подобраны отверстия для того, чтобы легко удочки могли вставляться и при этом не травмироваться. Этот контейнер... кстати, вот здесь есть такие 4 подставочки, на которых крепится контейнер. Также здесь есть второй магнит, который тоже не позволяет ветру это все приподнять. Здесь вот выточены такие штучки для того, чтобы можно было пальцем открывать. Сверху наклеен мягкий материал, даже те редкие случаи, когда вы захотите сесть, на него можно сесть. И в него встроены 2 мотыльницы. Я часто их использую, когда температура на улице выше 0 градусов, потому что когда температура ниже 0 градусов, мотыль здесь все-таки замерзает. Обязательно при ловле на мормышке я рекомендую использовать пинцет. Вот он у меня на таком ретривере, небольшой. Вставлен, опять же, вот в мягкий материал у меня одноразовый шприц. И он же является вот таким маленьким контейнером для пинцета. Здесь сделанный такой небольшой багорик, который должен быть под рукой. Сделан он из кусочка антенны. И здесь вставлен крючок, джиговый крючок, или 5.0, или 6.0. Хороший японский крючок, потому что при ловле на мормышке, как правило, используется очень тонкая леска. И когда вы подводите к лунке хорошую рыбу, вам не нужен огромный багор, вам нужно что-то, чтобы легко зацепить рыбу. Вот такой багор тоже будет всегда под рукой. Значит, основной вопрос, который я всегда слышал, это из чего сделан ящик и каких он размеров. Данный ящик сделан, на мой взгляд, из идеального материала. Это твердый пенопласт. К большому сожалению, в Украине это уже большая редкость. Найти его можно. Выглядит он вот таким образом. Он достаточно такой, достаточно твердый. Люди, которые не смогли найти подобный материал, кто-то использовал фанеру, кто-то подбирал еще какой-то материал. Я думаю, с материалом будет проще каждому подобрать. А размеры я сейчас продемонстрирую. Значит, общая длина моего ящика составляет 42 сантиметра. Общая высота, в этом месте получается 27 сантиметров без мягкого материала. Здесь идет небольшой скос. Общая высота 22 миллиметра. В торце ящика он имеет длину тоже 22 сантиметра. Крышка 17.
И верхняя крышка 20. Также в данном ящике, если вам нужно будет далеко идти, и вот таким образом его нести не совсем удобно, здесь сделаны 2 петли, за которые можно прицепить ремень и вот в классической форме его нести. Вот здесь находятся 2 резинки, которые удерживают небольшой багорик. И вот здесь утоплено у меня тяжелое ушастое грузило, грамм 50. Оно у меня используется для глубомера. Деталь, о которой я совсем забыл, это внутренняя перегородка. Потому что, как мы все знаем, удочки, тонкая леска, мормышки, они никак не должны контактировать с рыбой, поэтому перегородка необходима. И даже если вам понравился ящик, но вы не всегда используете зимой ловлю на мормышки, и вам не нужно столько удочек, это отделение можно использовать под любые другие удочки, и сложить в том порядке, в котором вам удобно. Если вы планируете заниматься спортом, скажем так, это больше спортивный ящик, чем для любительской рыбалки, тогда нужно делать вот подобный контейнер, который имеет вот 3 ряда по 6 удочек. У некоторых моих друзей 3 ряда по 7 удочек. То есть, как правило, вот количество удочек это 18, 21, 24. Зависит от размера ящика. В таком формате для спорта он очень удобен, потому что удочки, если вот здесь хорошо видно, я их покрасил разным цветом. Там красным, красно-синим, сине-зеленые, просто черные. Каждый цвет означает диаметр лески, которые находятся на этой удочке, чтобы не доставать каждую удочку и не смотреть. А вот на небольшой площадке я всегда карандашом пишу диаметр мормышки и цвет мормышки. Тем самым вы можете дома, перед соревнованием или перед любительской рыбалкой, если вы вот хотите прям быть ко всему готовым, приготовить все удочки, зарядить таким образом. Как мы все знаем, очень часто на соревнованиях удочки быстро рвутся и нет времени их перевязывать. Поэтому, когда удочка уже побывала, там устала леска, либо порвалась леска, я перед тем, как класть ее на место, я ее просто переворачиваю вот таким образом. И дома я уже знаю, какие удочки у меня остались нетронутые, а на каких стоит перевязать мормышку или привязать новую. Надеюсь, мой рассказ будет полезен как начинающим, так и продвинутым спортсменам. И продвинутые рыболовы, я думаю, для себя очень много здесь подчеркнут. С вами был Юрий Петраш. Кому понравилось, ставьте лайк. До встречи в следующем обзоре. Рыбалка с Юрием Петрашем.